Переднюю ручку, переднюю ножку, то же самое сделайте с дальней рукой и с дальней ногой. Что вы делаете? Я закидываю левый прямой, после этого выкидываю, подбив, оп, только ножку поставил, опять добавляю левую ручку и перекидываю на голову. Еще раз сюда. Раз, два, оп, закинул. То же самое на правую, прям стойку поменял в наглую и пошел отсюда. Ох ты, да. Раз, два, три, четыре. Только работаем это все без пауз. Начинаем давать с левой руки. Отсюда. Раз, два, три, четыре. Поменял стойку отсюда. Раз, два, три, четыре. Опять. Раз, два, три, четыре. Поменял стоечку отсюда. Раз, два, три, четыре. Вопросы есть? Нету. Приготовились. Рука, нога. Приготовились. Работаем по очереди. На одну стойку сделал, на вторую сделал. Поменялись. Время. В голову. Другой намного проще бить, поэтому левый старайтесь прямо раскидать, выкинуть быстрее. Правой легче. У вас все удары сейчас через левую. Еще раз. Левый, подбив, левой, левой. Поменял стойку. Теперь правый прямой. Подбив, правый прямой, правая нога. Запомнил? У тебя то же самое. Левая, левая. Поменял стойку. Правая, 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 правая. Раз, два, три, четыре. Как тяжело, да? Хорошо. Ну давай, ты что там? Поехали. Работаем через джеб, пам, выход, захожу с троечкой. Раз, два, три, выход, партнер на меня пошел, бам, подбив. Че ты? Больно было? И после этого пролетаю низким проходом в ноги. Не ожидал? Я не стал раньше, думал, нормально было. Значит, хороший подбив у меня, походу, когда-то был. Еще раз. Раз, выход. Раз, два, три, выход. Бам. И перевожу. Вопросы? Приготовились? Просто так гладить. Ножка под углом 45 градусов. Бам, дал. После этого прошел в ноги. Раз, два, три, выход. Иди на него, Андрюха. Пам, подбив. Он опять пошел. Надо было еще раз, Андрей, повторить. Два, три, выход. Где подбив? Че спишь? Как запоминаете? Хорошо, Владик, здорово. Раз, два, три, выход, подбив. Даня, тоже в коленный сустав бьешь, это в армейке замечание. Ты ударил сюда, замечание, предупреждение, минус балл и погнал дальше. Понял? Не надо, учитесь привыкать бить туда, куда я прошу. Это нормально. Да ё-моё, ну... Давайте. Спасибо, пацаны. Вы что, бегали куда-то? Ну, да, быстрее в тройке работайте. Очень вяло у вас тройка вообще. Только без джеба была связка. Всю ногу отпинал, да, уже? Правый выход, левой ногой подбив. Вот, правильно, внутренний.
Семен, правшей больше, левшей меньше, поэтому вот у него впереди нога левая, значит ты бам, с дальней внутренней долбишь. 30 секунд. Внутренне бьет. Ну почему внутренний подбив бьет? Так захотел, что ли? Ну почему? 3, 2, 1. Подкачались, давайте. 20 раз отжаться, 20 раз выпрыгнуть, 20 раз пресса. Поехали. Степа, где амплитуда? Вот, это прямой. Если бы я просил вот такие бы, ты бил удары бы, вот вообще вопросов бы не было. Вот он, ты бьешь, значит, вот он, бам, отталкивание. Туда. Да. Ой, как тяжело, да, пошло? Просто сегодня 60 бёрпи сделал. Ой, ё-моё. Бэрпи. Пресс. Пресс. За место лодочки пресс. Я сказал. Чё? Работаем почтальон. Только почтальон не правый прямой будет в конце, а через овер. В конце заканчиваем овером отсюда. 1, 2, 3. И сразу захожу в переднюю ножку отсюда. Давайте, пошел справа в переднюю ногу, попытался сделать подсад и пошел. Прихватили его и давайте будем делать уже обратно. Уже совсем забыли, как она выполняется. Ваша задача. Я отставляю левую ногу в бок, и моя задача, как на перекатах, согнуть ее в колени, а правую ножку максимально приблизить к своему партнеру. Оп. Еще раз. Отсюда зашел. 1, 2, 3. Показал. Зашел. И ввел обратно. В сторону отставляю и движение резко. Оп. Хотел. Вопросы есть? Поехали. Долго Ваня за спинку заходил. Да, Дэн, более-менее. Хорошо все. Чё тебе? Колено что сделал? Что сделал? А здесь или кто из вас в стройке здания, станьте кто-нибудь. Сейчас, подожди, я посмотрю, где он. О, давай, поднимай. Да, у тебя же вот тут ты просто подними. А, у тебя еще... Не надо, я... Чего? Нет, я сейчас думаю, что... Это мой брат. Поехали отсюда. Прямо. Сбоку. Прямо. Делаю выход. Партнер ставит ручки на живот, идет на меня. Выстреливаю Шира. Кого ты опять? Да нет, просто... Че тоже погнал? Я же аккуратно. А, все, ладно, я думал, ты уже прикалываешься из-за подбива. Отсюда. 1, 2, 3. Выход, он на вас пошел. Оп, выкидываем у Шира. Ваша задача сперва прицельно выстрелить у Шира. Чувствуете? Тяжело в прыжке делать, да, вон пошел, да, я там выпрыгиваю. Тяжело, криво, вообще косо, не подходит. Ваша задача тогда просто ушел с линии атаки, бам, выкинул у Шира. Вопросы есть? Приготовились. Прямо, сбоку, прямой, выход и у Шира дал.
Шура. Андрюха, куда бьешь? Куда-то в грудь ему. Сосочек. Вот этот пим-пим. Да, криво. Криво-косо. Сразу заранее начал вот так делать. Поэтому она криво пошла. Сперва подпрыгни, потом бам, выкинь. Ой, Влад, хорошо как. Ой-ой-ой, Дэн, это что за вертогат? Вот я выкину. Что-то пусто? Хорошо, ладно. Вот смотри, если у Шира приходит вот так, это правильно. Когда у меня пальцы ног смотрят вот туда. Если нога начинает разворачиваться, это уже неправильно, это вообще уже, непонятно, что это за удар. Поэтому сперва у вас нога выходит вот из-под низу, оп, и в конце я могу ее чуть-чуть распрямить, для того, чтобы она чуть-чуть развернулась. В основном удар идет вот из-под низу. Вот вы встали, там пробью серию, пам, 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 выход и отсюда, оп, понял? У меня все четко, прицельно. Я практически стою спиной и смотрю через правое плечо, бам, выкидываю удар. А у вас, опа, что за удар, непонятно. Это не типа вертушка, это... Давай. Она вот так вылетает, тац. А ты пытаешься ее типа прокрутить. Она вот просто... Нет, она, видишь, ты ее крутишь. Ты ее вот так крутишь. А я ее просто вот выношу. Оп. Нет, я не разворачиваюсь, посмотри. Видишь? Ну, типа того. 2, 3. Вот это что-то похожее. Похоже. Сейчас я еще... Вот ты смотри, ты просто перекладываешь, Саня, ответственность. Говорит, вот я не знаю, вот что, я не могу. Ну, взял, сейчас я еще раз попробую, посмотрите, исправьте. В чем проблема, Сань? Ну, вот так просто стоять, разводить. Ну, я скажу, ну, ладно, разводи дальше руками, я пойду пацанам объясню. Сань, ну ты что, включись, блин. Семен, ну что это такое, блин, там? Ну, зашел отсюда, 1, 2, 3. А у тебя 1, 2, ну 3, ну куда это? Ты же серию, ты накинул. Руки, ноги, партер, борьба, болевые. Для пацанов из 26-й школы скажу сразу. Есть добивание в партере, но оно не сильное, не акцентировано. Поэтому по лицу можно чуть-чуть бить партнера, чтобы он создавал какие-то маневры, движения для того, чтобы выбраться, а не просто так лежать снизу и держать вас. Быстрее экипируемся. Перчатки боксерские у всех. На данный момент не понимаю. Когда-нибудь вы начнете чуть приходить к адекватным спаррингам и к пониманию того, что вы работаете с партнером, который тренируется в зале. Но вот я смотрю, край ковра, один номер отходит назад, в явную даже, можно сказать, убегает. И на втором ковре плюс-минус такая же ситуация. Вот я прям смотрю, точно такая же ситуация. Даже когда вы в ряд работаете, вам, да блин, да там неудобно, тут неудобно. Да потому что у вас нету мозгов, как будто, когда партнер, который давит. Но я же вижу, что сзади происходит. Зачем мне лететь на него, если он, не видя, начинает отходить, убегать и сталкиваться с партнером, которого он тоже сзади не видит. Ну видите, что он куда-то в опасную зону уходит, не знаю, там летит в дверь. Зачем вы поджимаете, зачем вы убьете? Действия с ковра уже не будет никакого. Удар с ковра такого тоже нету. Единственное, есть бросок с ковра. И когда я начал вот здесь, бросил его за ковер. А когда мы вышли оба за ковер, и я потом какое-то техническое действие создаю, это никак не оценивается. Поэтому, если партнер от вас бегает, посмотри, край ковра, вот я его подавил, вижу, что он выходит уже, раз специально отошел. А если видите, каждый раз убегает, прям напоминайте, там замечание, сам повторю, те же замечания, сейчас предупреждение. Напоминаю вам, первый раз вышел замечание, второй раз вышел первое предупреждение, третий раз вышел второе предупреждение, четвертый раз вышел дисквалификация, третье предупреждение. Поэтому учитесь работать по правилам. И начните считать свои баллы в голову. 2, 1 в корпус.
подбив, лоу-кик и так далее, балл. Корпус 2 с ноги. Фронт, ушира, все что угодно в голову с ноги, 3 балла. По проходам. В динамике проход пошел, не оторвались ножки. Балл. Оторвались 2 ноги, 2 балла. Выше пояса, 3 балла. Работаем. Давайте первая пара. Кто? Давайте сразу 3 пары, которые готовы сразу зайти. Заходите быстрее. Вторая подгруппа сразу готовится. С кем вы будете работать, сразу можете договориться, пообщаться, кому вызов можете кинуть. Да. Он тебе не сильно попал, все четко было, 3 балла есть. Что начинается? Вот, да, Илюха, если что, подсказывай там. Да, Ваня, с рук надо встречать. Подбивами и надо сбивать атаки. Подбивами. Ух ты. Неплохо. Владик, апер надо было сажать ему. С чего попал? С рук, с ноги? Че, все работает, да, Степаш? Вот тут как раз просто ищи моменты, что в какой момент ударить именно. Вот стойку поменял, надо было другой ногой выбить. Да. Апером Степа, апером надо было, он, видишь, голову кидает, раз ему хотя бы колен. У колена хорошее было. Владик, в партере побить можно. Левой рукой, Владик, правой побей его. Первый ковер, стойка. Владик, стойка у вас. Долго лежите. Хорошо. Вау. 10 секунд. Хорошо, Владик, здорово. Воу. Хорошо. Стоп. Попал. Владик, бойцу был бы отсчитан первый нокдаун. На первом ковре. 3 балла за нокдаун, 2 балла за действие, которое привело. Поехали. Серый, с рук начинай. Поддавливай, поддавливай, поддавливай. Ищи возможность. Нет, с рук, с рук. Хорошо. Ничего себе. Хорошо. Андрюха, зачем обниматься стал? Серега, джеб, выкидывай левой ручкой прямо в лицо и сокращай дистанцию. Надо его давить. Серега, да удары-то надо выкидывать, ты чё просто прешь-то? Замечание, Илюха, чё ты выходишь-то? Хорошо. Вторая подгруппа готовится. Сколько человек заходит? Кто? Мирел? С Семеном? Кто еще выходит? Че, пробил? Вот ты поджал, ну удары-то выкидывай, что-нибудь делай, ты просто идешь, прешь как танк. Он тебя над ними ногами разводит. Пойдет она вообще, даже без рук заходит. Попробуй тебя, ручку выкинь ножкой, закончи. Провоцируешь что? Левая на левую, вот левая рука, левая нога сразу пойдет. Под левую смещается, или вертушка, или ушира. Да. Еще, и надо еще ногой. Хорошо. Как котенка его. Хорошо, Денис, обраточка сработала. Вот одну тренировку сходил, уже лучше. 5 секунд. Работаем. Да, найдите, пообщайтесь, учитесь коммуницировать. Вы же уже взрослые.
Нагло, нагло, Семен. С рук начни сперва. Да не, неплохо, неплохо. Просто с рук работай, джебиком выкидывай. Сань, да выкидывай, выкидывай. Что случилось? Маваху? Нормально, можешь работать? Продолжаем. Семен, да в голову работай. Зачем ты зажимаешься? Семен, видишь, он полегче. Да подрасслабься чуть-чуть. Перестань создавать напряжение. Стоп. Что, в спину попал? Ты куда бьешь? Ну там, да, я увидел, что у Шира она такая была кривая. Потерпеть, слезы вытирай. Ничего такого. В лицо, Семен, не переживай. Ничего, ничего, встречай. Не зажимайся. Попадай. Во, да нет. Не налети, не лети. Десять секунд. Попал. На спинку ляг, полежи. Просто в дыхалку попал. Полежи на спине. Турик на дистанции держи. Хорошо. Хорошо. Здорово. Молодец. Кто? Даня. Черный? Ручку ищи. Да по морде-то можно побить. Ручку смотри, выпрями. Даня, по морде можно побить. Второй ковер, стойка. Можно было по морде, я же объяснял. Можно. Че, кровь? А че, кровь? Че? Я не понял, что он сказал. Вытри. Зазря хаваешь. Денис, надо что-то делать, просто так не надо принимать. Подбивы, выбивай ноги. Выбивай ему ноги, чтобы не сокращал дистанцию. Чуть полегче темп, Дэн. Ой, Дэн. Илюха, чуть полегче. Ну что-то он там разыгрался, смотрю, уехали. Да, да. Он просто думает, что это ты. Тебе подержи, сука. Да, вот просто накидывай, Хорошо, Владик. Ну прикинь, ты травмируешь партнера, блядь, пацанов просто взаимствуй, да и все. Он возьми у Семы, он же уже, наверное, все. Че? Он угорает, еще пробитый его сидит. 5 секунд. Вторая подгруппа заходит. Или не хватает, у вас есть желание поспарринговаться, вы всегда можете ему предложить. Подбивы. Андрюха, правой ногой, правой. Внутренней. У кого ты делаешь? В коленный сустав бьешь. Вау. Что за шарабудин? Андрюха, двигайся на ногах, раскидывай переднюю ручку. Да. Дергай его сначала, видишь, он видит все. Дергай. Челноке к нему. Хорошо, только попасть. Даня, с рук лучше поработай. Потом в борьбу ищи, сперва с рук. Андрюха, больше обманок попробуй. Нормально, бразилиан, только попасть надо. Надо было сразу добавлять. Даня, надо дергать, не надо просто так лететь через джеб. Андрюха,
Андрюха, двигайся больше, ты в сторону смещайся, ты в край выходишь. Андрюха встал, видишь, он тебя расстреливает, не дай ему прицеливать. Андрюха, больше. Стоп. Кто еще не сделал 3 спарринга? Ну что, некоторые спарринги неплохие. Можно было посмотреть, чему-то научиться. Вот смотрите, для особо интересных, пацаны, вот я объясняю свою позицию вам втроем. Жачно, не могу, мне самому смешно, честно, когда там такой спарринг происходит. Но давайте чуть вспомним ваши спарринги со Степой. Ну давайте вот просто вспомним. Если бы вы бы не падали от каждого удара от Степы, плюс-минус история бы повторялась. Вы только просто рвете дистанцию, убегаете. Но если посмотреть спарринги открыто, и если вы не верите моим словам, у Олега есть камера, и на YouTube же выкладываются видосы, где вы в конце спаррингуете. Можете тоже посмотреть свой спарринг и тоже поржать, только подумав, что это вы работаете. Почему? Для меня это смешно. Ну, потому что, просто вот я вижу, что человек там новенький, он там, да, переживает, боится, потому что, до этого никогда не спарринговал, тут выходит там Саня, у которого чуть желание побольше по морде дать или получить, у него просто есть вот эта манера, да, есть такие ребята агрессивные, которые там может неделю-две он ходить, вот просто у него внутри так заложено, что может он технику быстро не усваивает, но у него есть именно бешеное желание там порубиться, побиться. Такие есть ребята, и какой бы вы технически оснащенный не были, с таким очень сложно работать, потому что ты не знаешь, что он может сделать вам, что он может исполнить. Потому что оказывается, что вот эта закидуха, она непонятно в какой траектории летит, один раз попадет, и уже приходится с ним чуть пожестче работать. Поэтому, когда работают такие, да, партнеры, у кого сейчас там относительно неплохой уровень, относительно новичок он по отношению к вам, да подскажите ему хоть чуть-чуть. У меня, конечно, там хватает определенного опыта, вам что-то подсказывать, объяснять и так далее. Но это не значит, что вы не должны этого делать. Тем более в 3 ковра вы бились, вы же могли подсказать. В этом нет ничего такого. В первую очередь вы заставляете партнера прислушиваться к подсказкам секунданта. Это раз. Во-вторых, вы ему даете возможность запустить мозг в работу, чтобы он чуть-чуть абстрагировался, чуть-чуть, как сказать, свой нервоз, свое вот это состояние, да, боязнью, чтобы он немножко переключил и начал включать голову. И третий основной момент, что вы же тоже учитесь подсказывать. Это не так уж и просто, что вот ты стоишь, работай руками, ножку добавь, что добавь, как добавь. Понятное дело, когда там у человека есть большой арсенал, и ему просто говоришь, после рук добавляй ногу, он уже сам может в голове прокрутить и вспомнить, что он нарабатывал, что у него лучше получается, и он там выкинет. Не идет у него мидл, поменяй уровень, сделай вниз, попробуй в голову, попробуй мидл и так далее. Если вы начнете так подсказывать, то, соответственно, у вас не будет возникать вопросов, надо было ему вот это подсказать и так далее. Тем более вы же выступаете там, от одного тренера, от меня, и иногда я не могу вас секундировать. Либо я там рефери, либо я на другом ковре нахожусь, и у меня не всегда есть возможность вам подсказывать. А кто-то же должен меня заменять. Поэтому вы должны прислушаться друг к другу. Не идет у него, и что я сделаю? Я вам говорю, огромное количество пацанов к нам в зал приходило, которые там, на многом уровне там слабже были. Вот вообще, просто смотришь на него, ходит он не занимается или занимается, абсолютно без разницы. И что я сделаю с ним? Он пришел, у него и появилось желание. Есть, бразильское джиу-джитсу, да? А есть японское, если вы знаете, если кто не знает. Есть, джиу-джитсу и есть бразильское джиу-джитсу, да. У них отличие, я вам сразу скажу. И если мне не изменяет память, вроде бы в японском как раз есть вот эта история, скорее всего, в японском,
что такая суть, что если черные пояса занимаются, значит только черные, только рядом с ним тусуются. Если у тебя пояс такой себе, да, там не белый, ой, белый пояс, значит ты как бы не наш пацан. В бразильском вроде как наоборот. Пришел новичок, красавчик, он молодец, он пришел заниматься, он пытается хоть как-то лучше стать. Поэтому, наоборот, такого человека нужно поддерживать. Я сторонник второй истории, что, понятное дело, что хорошо, когда вы все сильные, мощные, между собой там спаррингуются. Но не всегда же так бывает, что в каждом зале вот просто один уровень. И вот там какая-то небольшой разгон есть, потому что кто-то повыше, кто-то получше чуть и так далее. Плюс-минус всегда в зале кто-то будет самый сильный, кто-то такой средний, кто-то чуть послабже. Но это же не отменяет того, что из вас кто-то может стать чуть лучше и так далее. Давайте там рассмотрим, Миров, когда так последний раз ты спарринговался? А? До того момента, как вернулся ко мне, как ты работал, вспомни, в бумеранге. Но мне кажется, там ты вообще как бы, ну, ватой был. Сейчас что-то показываешь, бьешься и так далее. Хотя прошло там, сколько-то, не знаю, там с полгода, может, отходил в бумеранге. Потом пропал, потом опять сейчас появился. И я же за вами наблюдаю, и я же вижу, как вы растете с каждым разом. То вам может кажется, что ой, да что-то как-то незаметно и так далее. Даже вот не в обиду пацанам с 26-й школы, которые ко мне недавно пришли, ну, вы же почувствовали разницу в вашем уровне, что чуть-чуть как будто опыта побольше. А пацаны, ну сколько, ну полмесяца ко мне ходят, до этого чем-то занимались, но это уже особо не важно. Но разница же есть, понимание. И если быть открытым, это плюс-минус похоже на то, как вы ко мне приходили. Это значит, вы должны дать себе отчет четкий, что вы развиваетесь, значит, у вас что-то получается. Если вы становитесь сильным, ничего не идет, это не значит, что вы стоите на месте. Значит, где-то есть мандраж, значит, где-то что-то переживаете, функционала не хватает и еще что-то. И даже если посмотреть в спарринге, в котором вы превосходите своего партнера, ну вот на уровень выше, у вас и дыхалки хватает, и выносливости, и бороться могу, и дышать могу, и ноги, и руки, все могу выкидывать. Становлюсь партнером, который чуть уровнем плюс-минус, как я, даже я меньше сделал, но устал больше. Но это, соответственно, вам нужно подумать, в чем разница. Разница максимально простая. Когда я сам навязываю свой темп, когда не даю партнеру работать, от этого мне проще становится. Поэтому для вас и для всех сегодня тренировка закончилась. Следующая тренировка во вторник по расписанию. На все стилевки мы будем участвовать, поэтому заранее подготавливайте все документы, которые вам, в принципе, будут нужны. Это как минимум страховка, экипировка, там, не знаю, накладки, перчатки, чтобы у вас все это было. Пока что в том положении, в котором мне скинули, там абсолютно ничего не прописано по экипировке. Какие там будут перчатки, потому что я смотрю на ютубе, то, что там я увидел, там непонятно, то ли в крагах они бьются, то ли в ММАшных. Когда я бьюсь, армейский был шлем, потому что мы взрослые, вы вдруг шлема сломаете, нам армейские шлема дали и краги, все. Ну, хотя как дали, мы сами свое принесли, вот поэтому мы и работали в этом. Возможно, что краги будут разрешены, только шлем будет их, либо у Максима Сергеевича попросим, у моего тренера. Я думаю, он не, ну, как сказать, не скупится на то, чтобы нам дать новые шлемы. Либо у пацанов попросим, у наших, которых есть. Ну все, Всем спасибо.